Черт, я ухожу отсюда. Поджигающий пердак кабан, да. Ё-моё, вы посмотрите на яд. Ядовитый кабан. Сегодня буду еще раз тестировать друида. Хочу более подробно разобрать этот класс новой кармой, выяснить, какой из богов лучше ему подходит. Возможно, это вообще даже будет отступник. По поводу гильдии. Я не вижу здесь лучшей гильдии, как гуру. Это пояс, который можно купить в самом начале, который дает много интеллекта. Это халявная мана. Это 150 маны. Мы можем накурить с косяков по 3 маны в сутки. План у нас такой. Вначале я протестирую 3 богов и отступника. Посмотрим, какие уроны они наносят. Какой из них самый выгодный, самый, возможно, играбельный, потому что там у Аданаса есть заморозка. Возможно, это вообще будет очень хороший способ контролить врагов. И как бы урон будет, даже если у кого-то и выше, то он не будет так привлекателен, этот билд, на фоне контроля врагов. Далее я расскажу, где взять все камни друида. Потестим лучшие формы друида. Хотя, наверное, многие знают уже, что там играбельное, что не играбельное. Но все же потестим, посмотрим. Может, с новой кармой что-то будет иначе. Ну, уроны на манекенах посмотрим. А потом сбегаем в данжи со всеми 4 билдами, то есть с каждым из богов. И посмотрим, что они из себя представляют в данжах. Ну что, поехали. Давайте посмотрим на характеристики. Все они будут одинаковые у персонажа. Это 50 уровень. Это будет гуру. 100 силы. Я играю с новым СНК в данном трае. Возможно, старый СНК будет получше. Ну, естественно, абсолютный СНК будет самый здесь имбовый, я считаю. Ну, я играю с новым СНК. Здесь можно перераспределять навыки, все вкладывать куда мы хотим, поэтому мне это больше нравится. Возвращаемся к характеристикам. 4000 здоровья. Буду смотреть приблизительно, какие у нас будут уже характеристики к данжам. Ну, на таком будем тестировать, таком билде. Это около 4000 здоровья. Скорее всего, будет побольше, если стараться. Маны 600, выносливости 1000. Даже если будет и меньше, ничего страшного к этому. Ну, я буду делать 1000. Интеллект я выставил 500. Ну, посох дает 170. То есть, получается, вот метлу мы взяли с плато древних, и вот у нас уже 670 интеллекта. Это вполне реальные цифры к данжу, к 50 уровню. Магическую мощь выставил 10, она здесь ни на что не влияет. Одноручная, двуручная выставил по 100. Здесь, ну, как бы это ни на что не влияет, может только будет добавлять ящеру, который будет, ну, ящер последняя форма, он будет получать уже, возможно, отсюда одноручку, двуручку. Я точно не уверен, по-моему, все от интеллекта зависит. Защита ни на что не влияет. Сразу скажу, какие характеристики у нас влияют. Самая основная характеристика для друида это будет интеллект. Интеллект влияет на все. Здоровье, урон. Что еще там она влияет? Наверное, и все, блин. Да, физическая защита у нас, она будет зависеть от показателя выносливости. Чем выше выносливость, за 100 выносливости мы получаем, если я не ошибаюсь, 20 физической, ну, 20 всей защиты, не только физической. То есть от 1000 у нас будет 200 защиты сверху. Всей защиты 200 будет сверху. Это и магия, и огня тоже. Так что выносливость надо вкачивать по максимуму. Ловкость ни на что не влияет. Я проверял, специально смотрел. Ни одному билду, то есть ни одной форме урона не добавляет ловкость. Я не знаю, может там какой-то навык может скалироваться от ловкости у какого-то из врагов. Может быть кровотечение от ловкости. Но я не представляю, ведь силовики что же играют через кровотечение с там мечами. И отлично кровоток. Значит, ловкость, скорее всего, ни на что не влияет, как и раньше. Мана тоже
к сожалению, ни на что не влияет, кроме на то, что у нас будет больше возможности превращаться и использовать навыки, потому что в превращении, не забывайте, у нас есть навыки, которые каждый из форм, ну там кабан может призвать стаю и там и так далее, там огненный ящер стрелять огнем, поэтому мана только нужна для этого. Значит, здесь у нас весь упор идет на интеллект, это значит пироги на интеллект, зельки, если можно, делаем на интеллект, это из голов богомолов там и так далее, а остальное в силу и в здоровье. Все-таки зелья нужно, основные зелья у Константина мы будем учить на перманенты на ХП, потому что здоровье это все-таки воин в конце концов. Вот. А все остальное грубо просто тупо в интеллект. Как можно раньше, тем лучше. Ну, чем раньше, тем лучше, потому что интеллект дает все абсолютно, кроме защиты физической. Давайте вспоминать, что у нас из себя представляет друид, какие у него особенности, способности. Ну, понятно, что мы можем превращаться в различных существ. Я сейчас быстренько еще форум открыл, буду смотреть, потому что кое-что, может, подзабыл. У нас будет камень, который нам дадут на западном побережье, и нам его нужно взять как можно раньше. Его выдаст Кормак, когда мы ритуал пройдем, уже полноценные становления друидов. Максимальный уровень камня 50. С каждым уровнем у нас будут бонусы для превращения. В общем, я проверял, уровень героя не влияет ни на что, к сожалению. Говорю, только интеллект. Так, ну, стать с друида можно на западном побережье во второй главе. Да, значит, как можно раньше идти во вторую главу, стараться меньше убивать. Если вы хотите больше выжать из этого, то как можно меньше убивать врагов и идти сразу во вторую главу. Идти на западное побережье с фригиалом и, значит, там обучаться. Так, шаман и темный рыцарь не могут быть друидом. Физический урон и урон от магии снижен на 30%. Вот этого я, кстати, не знал. Это для меня новость. Ну, если кто-то забыл, меню друида по умолчанию Shift-P. Можно поменять в настройках. Так, что еще? За ману, ла-ла-ла. Умение, это понятно. Интеллект влияет на урон превращения, выносливость дает немного физической защиты. Ну да, выносливость дает физической защиты. Но я не сказал бы, что немного, потому что при 1000 выносливости у нас будет аж плюс 200 защиты ко всему. Значит, коротко по превращениям. Какие есть формы? Это кролик, кабан, драконий снайпер, огненный варан, ползун, гоблин-шаман, голем, дрейк и ящер. Значит, кролик сразу получается, как и кабан, когда мы вступаем в друидов, еще неполноценных друидов у фригиала, мы сразу же можем выучить кролика и кабана. Драконий снайпер у нас будет изучаться, нам нужно уже будет здесь убить особенного врага. Самый простой это вот здесь, как раз где мы находимся, за казармами. Там будет по заданию охотников у нас охота на опасных монстров. Следующий огненный варан, это у нас только огнедых, я вижу. Это нужен 12 уровень камня друида. Значит, здесь требования еще по камню. Нужно камень прокачать до определенного уровня. Значит, драконий снайпер мы не можем изучить, пока мы не получим в западном побережье. Не получим камень друида, не пройдем ритуал, полноценным друидом не станем. Вот только тогда мы можем изучать драконий снайпер. Еще одна причина, почему нам надо как можно скорее получить этот камень. После огненного варана идет ползун. Это рудогрыз, наверное, проще всего, потому что он у нас самый как бы такой близкий. Еще собиратель плоти. Каракуст, но это на плато. В яме, в которой мы опускаемся, там мухой или чем, и там чувак, которого надо колонной замочить, и вот с него тоже падает. Ну, там вообще как бы простой, но туда попади, значит, это очень поздний будет. Гоблин-шаман у нас Мадзи на западном побережье, только он, я вижу, единственный. Голем это антроментор, еще теневик. Вот, кстати, теневика очень просто получить. Святой свет и все. Блин, а если отступником быть, нельзя святой свет использовать. Вот проблемка, кстати, теневика не убить. Хорошая идея. Значит, теневика надо убивать в самом начале, когда отступником становимся. Далее у нас Дрейк, это Ишикурат, это будет на плато. Ну и ящер это будет самый последний босс на западном побережье. Это ящер уже шаман, с которым будет последний махич.
Давайте вспоминать, какие у нас есть формы. Кролик. Абсолютно бесполезный. На него почему-то даже агрятся звери, хотя это, по идее, должен что-то вроде мясного жука быть такой, который безопасно где-то пролезать может. И стражники на него агрятся тоже. Ну, такой бестолковый по мне. Кабан. Хороший билд. Имеет дабл тычку, если правильно делать вовремя. Удар мышкой и вправо. Боковой вправо. Сразу получается двойная тычка. Вот это. Но пока мы не стали кабаном таким сильным. Что у нас дальше? Драконий снайпер. Отличная машина. Большой кровоток. Много силы, много урона. Живучий, быстрый. Очень хороший. Огненный ящер. Огненный варан. Ну такое, не знаю. Я играл, мне он слабым показался. Ну какой есть. Защита от огня, конечно, хорошая. Это у нас гоблин, очень хороший чувак. Немножко кривое у него управление. Но он сам по себе хорош. Есть навык. Огненная стрелка. Огненный шар, да? И порыв ветра. Очень маленький кулдаун. Все, ну, надо много маны на это. Еще у нас есть навык гроза. О, точно, я совсем забыл. И восстановление маны. Ну, хороший мужик. Мне нравится. Голем. Довольно бестолковый, к сожалению. Медленный. Громкий. Что у нас есть? У нас есть зловоние ужасное, которое массовое. Довольно хороший урон. И лечение. Тоже хороший навык. Ну вот, и все, на что он способен. Драться с ним, это такое. Дрейк. Машина. Просто танк какой-то. Очень быстро. Невероятно быстро бегает. Прям офигенно быстро бегает. Огромнейшая защита. Вот тоже есть волна огня, я вижу, называется. Большой урон дает. И все, больше ничего. В основном драться с ним просто катастрофа, конечно. Он такой медленный, что ужас. Боковые это вообще это отдельный разговор. Это лево боковой, а это вправо боковой. Ну, короче. Ну, убегать, выживать. Хорошо работает, помогает. И драконий ящер. К сожалению, здесь только боковыми надо драться. Если начинаете делать серию, вот второй удар и вот третий. Второй. Да, 2 удара только комбо. С такими промежутками, с такими паузами. Вот, надо боковыми только с ним драться. Ну, хороший урон у него. Кстати, у него порезали защиту сейчас. У него защита крайне скудная. То есть сейчас выглядит неплохо, на самом деле. Да, сейчас выглядит неплохо. Но посмотрите, как урона мало. У Дрейка было 10 тысяч. У какого-нибудь голема тоже побольше. То есть, ну, такое. Мне он слабоват сейчас. Ну, посмотрим, что мы с него можем выжать с богами. Вот и все формы. А, у него же есть еще 2 навыка. Сейчас я манку пополню. Давай. Это притвориться мертвым. А, я его использовал, он уже сейчас кулдаун идет. Страх массовый. Возможно, как где-то и поможет. Но я не знаю, когда мы эту форму имеем, уже нам кого-то пугать. Кого нам пугать? Мы уже всех разносим. Что ж, тут у нас последователь будет Иноса. Давайте посмотрим, какие характеристики мы можем выжить, играя за Иноса здесь. Основные будут это связь света, увеличение всех характеристик. Это самый сильный будет, который будет давать нам даже и интеллект в том числе, и ману. Давайте. Сила, ловкость, интеллект. Сила, ловкость, интеллект. Берем. Сразу все характеристики стали больше. И здоровье, и интеллект у нас повысился до 800. Очень хороший навык. Это прям самый, который первый надо брать. Далее, что у нас есть? Нарастающий гнев обязателен. Это 250 будет у нас чистого урона, когда мы комбинации будем делать. Комбинации, напомню, не обязательно. Комбинации должны быть... Для этого навыка не обязательно комбинации должны быть как у оружия, когда ты левой кнопкой мышки постоянно делаешь удары один за другим и увеличивается урон. Нет, здесь просто бьешь удары любые. Можно справа вверху видеть, вон, нарастающий гнев. Хоть боковые, хоть какие. И пока у тебя таймер идет, кулдаун пока не закончился, вот у тебя дополнительный урон. Шикарный навык, но у него очень высокие требования. Бонус 150 урона по злу и нежити. Только что проверил. Ярость Иноса работает в превращении. Отлично, это хорошая новость. Далее у нас будет боевое ускорение, потому что оно работает в превращении. Очень важный навык, как можно скорее тоже надо взять. Берем. Есть еще такой момент.
Огненное возмездие. Он тоже может быть хорош, потому что у нас превращение огромное количество интеллекта, огромное количество силы и ловкости у каждого из форм. И он должен работать. Давайте сейчас чекнем сразу. Поджигающий пердак кабан, да. Как он поджигает пердак, а? Да, из-за того, что у нас... Я думал, это двойной даже поджог. Из-за того, что у нас огромное количество в превращении силы, посмотрите, по 1500, 1600. Это благодаря связи свету. Связи света, который днем все 20% увеличивает. 800 интеллекта. И сила, и ловкость дает этому навыку. Вот почему. Я ведь не ошибся, да? И сила, и ловкость. Вот почему у нас аж 2000, практически 3300 единиц основной характеристики, даже без интеллекта добавляется сюда. Вообще этот навык очень слабый, но... А что сейчас не поджигает? О, пошел. Бракованный какой-то попался. Этот бивень не поджигает с первого раза. 5 тиков здесь есть. Значит, это еще 2500 стычки, когда он прокает. Давайте дальше смотреть. У нас остается еще 5 даров. Давайте оценим, что мы здесь можем взять. Я знаю, что щит не работает, магический щит в превращении не работает, я тестировал. Но во всяком случае пока что эти навыки нам ничего не дают. И здесь тоже пока что выносливость, регенерация ничего не дает. Поток жизни основной, я бы брал его обязательно, потому что реген здоровья, ну мы будем воин по сути в превращении, так что нам реген здоровья это очень важно. Ну, давайте еще глянем, что есть. Реген маны тоже было бы неплохо, но это явно второстепенно. Руки молоты нам ничего не дают, стойкость тоже не нужна. Божественная защита хороший навык, он дает в форме превращения, я проверял, он дает. Значит, 10 снижения получаемого урона на 10%. Хорошая вещь. И я бы сказал, одна из самых ключевых, наверное, здесь. После, возможно, потока жизни. Сейчас подумаем. Давайте посмотрим еще. Таинственный пакт был бы вообще имбой, потому что мы бы здесь имели еще 5000 щита, поскольку друид, он работает на регене, то есть мы все равно банки пить не можем. И у щита побольше реген, чем... чем у жизни, от регенерации жизни, которую мы имеем. Так что было бы офигенно. Но пока что он не работает. Я Харту написал, может он будет фиксить. Не знаю, как это будет работать. Магическая плоть выглядит неплохо для этого билда. У нас очень много маны. Потом будет еще больше. Но проблемка в том, что мана нам нужна для превращений, для навыков, для лечения, для нанесения атаки. Поэтому я бы его здесь не использовал. Потому что нас будут бить, мы будем без маны и фактически мы будем безоружные. Ну и все, в основном больше ничего не осталось. Сейчас быстренько пробегусь, еще посмотрю, ничего ли не забыл. Ах да, у нас ведь еще есть провидение. Надо его сейчас потестить. Но, насколько я помню, он работает. Давайте посмотрим, если смертельный удар получаем, то у нас 50% будет здоровья. Так, гоняют кнура в хвост и в гриву. Смотрим. По идее, сейчас должно здоровье пополниться. Ну давай, давай. А чё он сам прыгает? Да, работает, отлично. Упс, переиграли молодого. Работает навык, хорошо. Кажется, я распределил все так, как и было. Добавил 3-й уровень здоровью, чтобы взять поток жизни. Однако смотрю, что у меня остался всего легендар. Нужно хорошо подумать, что мы будем здесь брать. У нас либо поток жизни 1-го уровня, либо у нас божественная защита. Но нам нужно еще один навык лишний вкинуть, выносливость. И я не уверен, что это хорошая идея. Вообще сама выносливость дает защиту, так что мы не теряем. Но выглядит таким образом он более дамажный. Плюс реген здоровья это основа в этом билде. Поэтому я бы выбрал так. Ну, можно респектнуться и попробовать взять божественную защиту. Немножко будет защиты больше. Однако с этим перком проведения у нас все будет в порядке, я уверен. Давайте посмотрим урон. Ах да, я хотел еще проверить, как работает зловоние. Давайте глянем. Зловоние пишет, что дает 284 чистого урона. Ну, сейчас посмотрим. Давайте будем тестить. Значит,
Так, надо без нарастающего гнева смотреть, чтобы было более объективно. 1636, да? А вот и облом. Похоже, у зловония не работает. Я точно знаю, что оно раньше работало. Это очень странно. То, что только что еще все раз перепроверил. Оказывается, зловоние больше не дает ему урона. Я точно знаю, что раньше зловоние давало друиду урон. Возможно, это пофиксили. Все-таки друида немножко правили последние, там, не знаю, полгода или более назад. И, наверное, этот моментик пофиксили. Ну что ж, ладно. Давайте посмотрим, какой урон выдает у нас этот малый. Характеристики такие. Превращение, защита. Очень даже хороший, и это кабан. Ну давайте просто урон, наверное, посмотрим. Наверное, не буду каждого рассматривать. Ну, слабоват, я должен сказать так. Если смотреть кабана по демоническому скелету, не очень, конечно. Ну, это у нас еще камень друида не прокачан. Будем смотреть, что дальше. Давайте смотрим драконьего снайпера. По 1000. Может, мне уйти в долину рудников и стать там вожаком стаи? Надо не забывать, что ускоренный это он. То есть это ускорение, которое мы взяли. Оно работает. Плюс огонь. Ну, выглядит неплохо. Давайте Теперь поехали. я огненный ящер. Мои враги сгорят. Но огненный взрыв, кстати, неплохо наносит. Так, что у нас дальше? Мария Саремба. Ну, понятно, что ползун у нас не будет ахти какой урон наносить, но у него другие плюсы. Это паутина, это ядовитый плевок. Примерно такой урон. Кстати, давайте глянем его защиту. Офигенная защита у него, прям очень высокая. Что у нас дальше идет? Голем. У голема я знаю от магии. От магии 1096! Что ты такое? Что, блин? 1000 защиты от магии? Это не шутка, я труб еще. Блин, возможно, его можно где-то применять, этого чувака. Я не знал, что у него такая защита от магии. Ну, окей, урон, ну, такой, я бы сказал. Кстати, он не поджигает. А, не, он поджигает. Это у нас волна. Ну, лечение. Давайте дальше. Дрейк. Ну, как... Дрейк по урону-то неплохой. Так, подожди, а где наш манекен? Куда же спрятался манекен от страха? Дрейк по урону-то неплохой, но он ужасно медленный. Ужасно прям медленный. Да, они не пробивают нас. Кого еще можно тут взять? Ты сам стал гоблином. Надо подобраться к Авалону и убегать. Ну, гоблин может что-то сделать. Ну, давайте последнего посмотрим. Тут только боковыми, как я говорил. Давай, бро. Притворимся мертвым. И потом со спины. На, по горбу. Вот так вот. Ну что, я не знаю. А, какой у нас урон? Давайте глянем. Что-то мы не посмотрели. Ну, 1200 неплохо смотрится. Ё-моё, что с этим манекеном творится? Почему он постоянно убегает от меня? 1800. Блин, 1800 смотрится неплохо. Давайте посмотрим, что у нас представляет из себя Белиар теперь. Надо начинать со связи тьмы. Это такой прям самый-самый базовый навык, который дает все. И прям с него я бы всегда и начинал. Так, у нас сила, ловкость, минус. Оп. Надо не забывать, что это ночью работает. Этот навык работает с 8 до 8. С 8 вечера до 8 утра. Специально проверил только что. Давайте берем, значит, гниль бездны еще. 150 урона по приспешникам Инноса. Ну, бесполезный нам навык, как бы, но его будут менять, будут делать по всем живым. А вот, так что, ну, давайте возьмем его. Все равно мы его будем брать рано или поздно. И яд тоже работает. То есть ядовитый драконий снайпер. Излом.
Можно взять его здесь, потому что мы будем не с полным хп драться, мы всегда будем немножко как бы ранены, и этот навык может очень неплохо помочь увеличивать наше здоровье. Ну, то есть увеличивая наш урон при пониженном здоровье. Но я не скажу, что это так необходимо, потому что урон у нас здоровья все равно будет, наверное, большая часть. И, ну, допустим, потеряли мы 30% здоровья, вот 15% урона получили. Как бы неплохо выглядит. Ну, можно подумать, может и неплохой навык. Всякие регены, там, маны, это я не буду рассматривать, потому что, ну, все-таки у нас есть более важные навыки, а количество даров ограничено. Вот темный оберег работает, это прям суперский навык, и тоже я бы его брал в первую очередь. То есть фактически, что когда у нас остается 25% здоровья, то мы бессмертны на 5 секунд. Аналог проведения у Иноса. Но, возможно, у Иноса он выглядит даже получше немножко в данном контексте. Я помню, у него был маленький кулдаун 3 минуты. Посмотрим, здесь поменяли что-то или нет. Далее, я думаю, взять опять поток жизни на регенерацию здоровья. Боевое ускорение, скорее всего, тоже надо брать. Да, ну это, поскольку мы воин, то нам зубами будем щелкать быстрее. Я думаю, этот навык очень важен нам. Что еще? Тут у нас два варианта. Либо брать излом, который будет немножко повышать наш урон, когда мы будем драться и получать урон. Либо же взять божественную защиту. Ну, кому как. Каждый, что хочет, то и возьмет. Давайте я возьму излом. Посмотрим. Может, это будет немножко профитней. Но опять-таки, все за вами. Далее, я не знаю, последний навык куда распределить. Наверное, в здоровье. Здоровье тоже здесь решает. Вот получился такой билд. Давайте глянем, что он из себя представляет. Наверное, по урону будет то же самое. Ага, там гнев у... Ё-моё, вы посмотрите на яд! Ядовитый кабан! Что ты такое, чувак? Ядовитый кабан. Вы видели такое? Тоже 5 тычек здесь. То есть у яда здесь 5 тиков. Но его надо настакать. Так же самое, как и у Иноса, нарастающий гнев. Ой, это огненное возмездие. А, ну нарастающий гнев тоже так же работает. Но у Иноса смотрится немножко получше, возможно. Давайте глянем на... Так, опять за мной выехали. Не дают ребята покоя. Давайте посмотрим. Тут класс в том, что этот яд, эта гниль, она пробивает прям любую... Она игнорирует броню. То есть она будет даже по призракам так бить. По всем будет бить так. Ну, это кабан, понятно, здесь ничего особенного. Давайте поехали дальше. Кто еще у нас тут? Драконий снайпер. Опять-таки, все будут травить этим ядом. У всех ускоренная анимация. Ну, выглядит неплохо. Неплохо, но не скажу, что фантастически. Ящер. Мои враги сгорят. Примерно. Ой, что-то очень слабо смотрится ползун. Там он, по-моему, бил по 600, я помню. А почему он так слабо смотрится? Пытаюсь понять. У Иноса он... А, он из-за нарастающего гнева там бил на 250 больше. Вот вам, пожалуйста. Здесь Инос смотрится немножко получше, как будто бы. И почему так мало стов? А если кабан? А, не, все нормально, значит, это так и работает. Это по защите. Хорошая защита. Гоблин. Гоблин нормально, кстати, лупит. Что я могу сказать? Гоблин лупит как надо. Но нужна мана. На него нужно много маны. Он очень мало жрет. Кстати, у него есть восстановление маны. Спасибо за ману, герой. Давайте посмотрим на голема. Да, послабее. Эти ребята бьют послабее. То есть я сразу вижу, что Инос здесь... Инос здесь получше урон выдает. Мы потом в данже посмотрим. Потом обязательно посмотрим в данже, как это работает. Но по урону так выглядит, как будто Инос немножко сильнее. Ё-моё, сколько у него здоровья. А ё-моё, какая защита. Охренеть, что это такое?
800 интеллекта. Ну тут скейлинг, видимо, очень высокий от защиты. Да это вообще капец. 12 тысяч здоровья и такая защита. Не, ну с этим чуваком можно отойти, отрегениться. Там немножко плюс он урон наносит массу. И довольно-таки неплохой, ё-моё, по 3000. Да, ну как боец он такой себе, конечно. Такой. Ну что, давайте посмотрим на этого мужичка. Нормальный урон. Не фантастический, но... И это плюс еще надо не забывать, что у меня не прокачан камень друида. Когда он будет 50 уровня, когда вы его прокачаете, он будет намного сильнее. Будет намного прям сильнее. Ну, как намного? Ну, будет сильнее, в общем. Намного или нет, это уже надо смотреть. 140 владения. Да, здесь владение, походу, оно или от интеллекта идет. Потому что я помню, у него было больше 100. Оно ничего не дает, если больше 100. Там анимация не ускоряется, то может, по-моему, немножко урон, но там вообще копейки. То есть можно даже это не считать. Ну что, вот это у нас получается Забелиара такой. Но выглядит круто, только Инес выглядит немножко привлекательнее, как будто на его фоне. Давайте смотреть, что из себя будет представлять Аданос, друид. Уравнитель. 100 к любому наносимому урону. Берем. Это будет наносить дополнительный урон и любое существо, то есть будь то кабан, там драконий снайпер, а также их способности, я тоже проверил, они тоже наносят на 100 урона. То есть любая магия, любой плевок, паутина, все, что там наносит урон, все будет на 100 урона. Очень крутой навык. Ускорение магии не нужно. Регенерация маны, второстепенные навыки. Реген выносливости не нужен. Регенерация маны, здоровья, выносливости. Возможно, нужен, если у нас будет, как последний его взять, если у нас будет свободные очки. 75 защиты от магического. Работает и в превращении. То есть, если мы превратимся в какого-нибудь драконьего ящера, это нам даст плоские плюс 75 защиты от магического урона. Но требования, надо посмотреть, у них здоровье, мана, интеллект, и есть еще физического защита. А тут уже другие требования. Здоровье, сила, выносливость. И, скорее всего, что дороговато будет, если брать вот таких два щита. Вот если бы у них были одинаковые, здоровье, мана, интеллект, и для этого как бы щита, и для этого можно было бы 2 очка вкинуть. И к физическому, и к магическому защите. А так, ну, нужно дополнительно еще уходить в ненужные нам обычные дары, чтобы взять этот. Это того не стоит, я думаю. Магическая защита. Ну так, мы на нем закончили. Поток жизни. Очень хороший навык. Это уже 2-й уровень, то есть тут регенерация. Все-таки у нас в превращении она будет работать. Будем мы животными, будет работать регенерация повышенная. И поскольку здесь у Аданоса немного навыков на урон, вот именно особых даров для Аданоса, то мы будем идти в регенерации, потому что, ну, это оптимально. Далее, ледяные оковы. Берем обязательно. Кто не знал, они работают в превращении. То есть это будет ледяной паук, ледяной кабан и так далее. Будет заморозка с шансом 15%. Будь то магия, будь то специальный какой-то особый навык, типа огненного шара, драконьего ящера, он тоже будет замораживать. Даже сплэшем будет замораживать. Или это укус какой-нибудь нашего какого-нибудь там кабана. Там не укус, наверное, тычок. И аспект друида. Увеличивает все характеристики персонажа на 10%. Существа, то есть. Я проверял, это дает и защиту также. То есть и защита на 10%, и сила, ловкость на 10%, и здоровье. Все. Очень хороший навык. Берем. Тогда выходим в поток жизни, 2-й уровень. Для этого нам нужно прокачать на максимум здоровье. Взять поток жизни 1-го уровня. И тогда мы можем взять поток 2-го уровня. Отлично. У нас еще 5 даров. Было бы неплохо взять дары на урон. Но даров на урон больше тут нету, кроме... Вот есть на защиту дар, но надо будет 2 выносливости взять. В принципе, хороший дар, достаточно хороший. 10% любого урона снижает. Суперский дар. Но урон будет здесь низковат. И поэтому я думаю, что надо взять боевое ускорение. Как вариант. Для этого надо будет еще 4 потратить в силу и ловкость и выносливость, и это будет 5-м. Не будет ли это слишком дорого, сложно сказать. Потому что надо 4 навыка нам выкинуть, 4 очка выкинуть, как бы в не совсем нужный нам
Ну, там сила, немножко урона, но очень мало даст. Ловкость ничего не дает, а ловкости мы 2. Выносливость дает 100 выносливости, 20 защиты физической. Так что тоже сомнительно. Значит, но урон будет низковат, поэтому у нас варианты или божественная защита, которая снижает получаемый урон на 10, или идти в боевое ускорение. Также должен добавить, что магические щиты не работают на превращение. Их там фиксили, сейчас вышел патч вчера, но щиты как бы теперь не ломают. Если вы играете с таинственным пактом, у вас там мало здоровья, а все здоровье переходит в щит. После превращения в человека все нормально. То есть раньше она ломалась, сейчас нормально, но щит у кабана не будет щита, к сожалению. Магическую плоть можно в теории взять. У нас 600 маны, но я говорил это не раз, и еще раз повторю, это такое сомнительное, потому что нас будут бить, у нас не будет маны, мы не будем иметь возможности превращаться, использовать навыки, лечиться там и так далее. Так что, ну давайте пойдем в боевое ускорение. Сила, ловкости 2 и выносливость. Сила, ловкости, выносливость и боевое ускорение. Почему я его беру? Кабан будет быстрее тыкать, драконий снайпер быстрее кусать, драконий ящер будет быстрее топором махать, таратаром. Вот у нас и осталось 0 даров. Вот примерно готовый билд. Да, я не взял сбалансированное восстановление. Можно взять его, если вам не хватает регена. Но все-таки урон должен быть какой-то. Давайте смотреть урон. Кабанчик 1600. Ну, крайне низкий урон. Очень низкий урон, я должен сказать. 1600 и 900 поэтому. Смотрим драконьего ящера. Пытаюсь заморозку проверить, потому что она есть. Вы видите заморозку? А она есть. Но это точно не 15%. 1000 по манекену, по скелету демоническому. Ну, не сказать, что это сильно. Слабовато, на самом деле. Давайте посмотрим, что может из себя этот малый. 1000 урона, это вообще смех какой-то. 700 это... Ну, он ничего не сделает в данже, это сразу видно. Ничего не сделает этот малый в данже. Это бесполезный будет чувак. Ну, может, дальше персонажи будут что-то показывать. 400 урона, но ползун у нас никогда не для этого используется. Он там у нас взять паутину и бить. Смотрим гоблина. Ну, это смешно. Это вообще не урон. Это не урон. Ну, понятно, что никто не дерется с ним. Давайте грозу. 2000. Да, это ни о чем. Не, это очень слабо. Голем. Зловоние. 1700. Урон по 700, да. Ну, такое, ребята, конечно. Такое. Дрейк. Да, у него очень высокий урон, наверное, и защита. Сейчас посмотрим в конце еще защиту. 1300. Но это ни о чем, конечно. Нет маны. Давайте пополним быстренько ману. Смотрим, сколько он наносит. 2900 до 3000. Но это не по демоническому, это по самому слабу. И последняя форма. 1100. Да, это детский сад. Очень печально смотрится. Да, есть заморозка, конечно, но это крайне печально смотрится, крайне. То есть урона у Адонаса нет для такого билда. Это нужно, чтобы сам билд имел урон. А Адонас дает регены. Регены там, что еще? Скорость каста, если что, вот заморозку какую-то. Вот такой как бы контроль. Смотрим по защите. $500, 520, 470, 300, 300. 3000 основных характеристик силы, ловкости. Неплохо. Драконий ящер. Тоже около 3000 силы, ловкости, если вместе. 500, 500, 500, 380, 300. Неплохая защита. Вот тут уже очень хорошая защита. По 670, 670 тысяч от огня фактически. Да, но, к сожалению, в этой игре решает не защита, а урон. Кто бы что ни говорил. Если у вас будет колоссальный урон, у вас битва закончится до того, как она еще сможет вас в какую-то опасность привести.
Вы убиваете врага быстрее, чем он вам пытается какие-то сложные ситуации создать. Поэтому, поэтому чем больше у вас урона, тем выгоднее. 600, 650, 613. Понял. Еще одна грязная тварь. Что у нас защита гоблина? 470, 470, 450. Ну, вот магия от огня хорошая защита. Но это должен быть гоблин, тот, который урон наносит основной. А, к сожалению, урон он не наносит. Давайте голема смотрим. 1000 от магии. Ну, неплохо, да, но... И от рубящего очень хорошая защита. Но, к сожалению, с таким уроном ловить нечего. Дрейк. Вау. Вот это защита. Да, это защита. Но на этом все и заканчивается с его стороны. Но защита защитой, а урон в 700 по демоническому скелету, это выглядит как смех. Как шутка. 500, 400, 500, 250, 250. Крайне низкая защита для этой формы. Потому что это будет основная форма. И, ну, скажем так, конечно, с ней можно драться. Может быть, еще у нас камень друида будет прокачан. Сейчас он у меня нулевого уровня. И, скорее всего, он еще даст немало. Вот тогда, да, возможно, еще повысится. Там защита, урон. Тогда, возможно, да. Если вы решитесь играть за отступника, я вам настоятельно не рекомендую играть за Беллера и отступаться от него. Потому что вам будет очень больно. Объясняю еще раз. Я, возможно, в других видео это уже говорил. Отступник. Когда вы предаете какого-то бога, вам будут идти очки кармы, ну, очки отступничества, которые здесь внизу находятся. Вот отступник, очки отступничества. Они будут вам идти за деяния, которые вы делаете против того бога, которого отступились. Если же вы выбрали Беллера, отступились от него, то убивая только злых персонажей, вам будут идти эти очки отступничества. То есть это последователи Беллера, которые на карте ходят, это всякие демоны, возможно, я не тестировал, но скорее всего должны быть, да, потому что за них типа падает карма. И в начале игры это просто невероятно сложно, потому что вы не можете убирать таких сильных персонажей, их нету в игре просто, только эти последователи. И они крайне сильные, эти последователи. Там есть парочка по 800 тысяч здоровья с небольшим, ну, с небольшим пулом хп, но их всего пару. Вам для того, чтобы получить 1 очко для распределения, надо таких 20 убить. И поверьте, это будет очень большая проблема. Я вам рекомендую идти за Иноса, предавать его. Можно как это делать? Это просто вступать в злую гильдию. Вы сначала идете, принимаете путь Иноса, а потом идете в темную гильдию какую-то вступаете. Там, не знаю, некроманты какие-нибудь, или там ДК, ну, там, темный рыцарь. И вы сразу же становитесь отступником, потому что предали якобы бога. Если же вы выберете в начале бога, то есть гильдию в начале выберете, вам не позволит, у алтаря уже игра не позволит выбрать противоположного бога. Раньше это было такое, а сейчас уже пофиксили. Вот поэтому, если вы выберете Иноса, отступитесь от него, и тогда вам будет очень легко набивать очки отступничества за вот этих ребят, всякие крестьяне и так далее. То есть за них будет даваться отступничество. Вот, имейте в виду, там паладины, крестьяне и тому подобное. Все вот эти вот ребята. Коих в начале игры крайне много, и они очень слабые. Там, фермеры всякие. Вообще, ну, все добрые персонажи. Практически все, там за некоторых, может, не дает. Даже бессмертные персонажи, какие-нибудь, которые стоят в порту, там, Demon Hunter'ы, в которые можно ступить, но они еще как бы там стоят в первой главе. Вы можете их, если у вас силы хватит, там, каких-то рекрутов, вырубать, убивать их, будет происходить анимация смерти, но они не погибают. Но вам отступничество будет засчитываться. Знаете, это такое вот как бы есть, как карму дает за бессмертных персонажей, но он встает после этого. Так что имейте вот такой момент в виду. Пусть это будет тебе уроком. Исходя из всего этого, я должен сказать, что есть перечень заданий и действий, которых вы должны выполнить перед тем, как станете полноценным отступником. А именно, если вы хотите использовать огненные дожди, всякие свитки, большой огненный шар и так далее, там буря, все, что вам действительно может помочь в начале игры, пока вы слабы, особенно на высоких сложностях,
вы должны использовать всю эту магию до того, как станете отступником. После того, как вы передадите Иноса, светлая магия будет недоступна. То есть уже огненные дожди вы не покастуете, ничего. Соответственно, я бы рекомендовал там вынести лагерь бандитов Декстера, если вы огненным дождем это все делаете. Теневика убить, потому что святой свет вам будет недоступен. Теневик — это голем, который находится возле башни, где Некрономикон. И, кстати, с теневика будет падать камень голема, который нам необходим для превращения. И мы уже будем сразу иметь этот камень. Имейте в виду это. Значит, используем все свитки в начале. Если у вас есть такая нужда, сжигаем бандитов. Давайте посмотрим, что может отступник-друид. Важные моменты. С каждым уровнем отступничества, у нас их всего 5, мы будем терять по 5% здоровья. Также мы будем терять урон, но точные цифры я не знаю, потому что их нет пока что в доступе нигде. Кажется, отступник имеет на 20% пониженный урон. Вот этот навык возвращает урон. Если мы его возьмем, порезка урона убирается. Далее. Ну, я имитировал немножко меньше здоровья, на 25%. В обычных билдах я 4000 использовал, сейчас я использую 3000, на 25% меньше, чтобы было более-менее реалистично, поскольку мы стали отступником, у нас уменьшилось здоровье. Выносливость дает только защиту от физического урона. То есть рубящего, дробящего и колющего. За каждые 100 выносливости мы получаем 20 защиты сверху. То есть 200 защиты мы получим всего, если прокачаем выносливость до 1000. От защиты от магии и от огня никак не повышается, кроме как интеллектом. Наша жизнь добавляется к жизни превращенного существа. То есть если у нас образно 3000, то там будет какая-то формула. И эти 3000 добавятся. И все остальное зависит от интеллекта. То есть защита, физическая защита от магии огня, здоровье наше, сила, ловкость. Все будет зависеть от интеллекта. Поэтому максимум в интеллект. Вообще все, что можно в интеллект. Это первый приоритет. Все остальное уже можно кидать в жизнь. Ну и в конце можно выносливость. Выносливость превращенного существа не нужно. Ее там нет. Магическая мощь ничего не дает. Перейдем к способностям отступника и попробуем выяснить, какие способности могут помочь нашему билду. В частности, нам нужно обращать внимание на навыки, которые дают интеллект в первую очередь, ну и плоский урон там или процентальный урон. Еще есть два навыка, которые могут нам помочь с маной. Это вот этот навык, избыточная мана, он дает нам 250 маны. И вот он тоже почему-то называется избыточная мана, в общем он дает 100 маны. Отравление на существа не распространяется. Пока мы в превращении, отравление никак не работает. Если у вас 5 уровень сопротивления отравлению, то у вас отравлять не будет. Значит, есть злая воля, который дает x4 урон, но, к сожалению, он пофикшен, и наше существо в превращении тоже имеет только 10 здоровья, поэтому я просто не вижу никаких вообще здесь вариантов использовать этот навык, потому что, ну, это только гоблин какой-нибудь, только дальник может использовать. А это у нас гоблин, больше у нас тут никого и нету такого, кто... Ну, может еще, я не знаю, огненный ящер, который может там стрельнуть, но такое. Теперь я огненный ящер. Посему у нас только здесь будет давать урон навык расплата, который снимает штраф на урон оружием, который мы получаем, когда становимся отступником. Если я не ошибаюсь, там 20% у нас порезан урон, как только мы стали отступником. Вот этот навык, он его как бы убирает. То есть у нас полноценный урон. Далее у нас есть исступление, которое дает урон на 20%, но понижает защиту на 30%. Да, он начал понижать. Еще вчера до патча он не понижал. Но это важный нюанс. Надо на это обратить внимание. Но он дает хороший урон. Еще губительная зависимость нам даст, из всего этого даст основную характеристику на 10. Основная характеристика у нас это интеллект. 10% интеллекта никогда не помешает. Берем. Ну еще и банки станут очень хорошо работать. По поводу навыка губительная зависимость. Я сейчас проверил, регенерация все равно у нас будет работать, хотя здесь регенерация должна остановиться. Имеется в виду про
здоровье и ману, но в превращении, в форме регенерация будет работать. А когда мы находимся в форме человека, у нас невероятно хорошо банки будут работать. Регенерации не будут, но банки будут очень хорошо работать. И это в основном самое главное здесь то, что мы получим на 10% больше основной характеристики, то есть интеллекта. Берем. Один из сильнейших навыков это будет гибельный резонанс. У нас увеличится интеллект на 200. Вот это самое как бы важное из этого. Урон магии увеличится на 200 единиц. Но и магическая мощь, которая нам ничего не дает в этом билде. Но мы будем получать 10% от нанесимого урона магического. Это значит любая способность значит, существа превращения, будь то какой-нибудь там гроза гоблина или какой-нибудь... ну, в общем, все, что относится к магии, выстрелы, специальные навыки, они нам будут возвращать 10% урона. Чем выше наш урон, тем будет проблемнее. Итак, у нас всего есть 6 навыков у отступника. 4 мы уже использовали. Методом проб и ошибок я проверял. Лучше всего это будет взять еще 2 вот этих навыков, которые нам еще уменьшат немножко здоровья на 10%, но дадут еще 10% интеллекта. Или можно взять бремя силы. 150 силы, что в принципе тоже немножко увеличит урон, но не будет нам понижать здоровье. Ну, я тестировал, и это очень похоже по урону оно дает. Давайте сохраним здоровье и возьмем один такой, один такой. Вот 6 навыков у нас распределено. Что теперь мы можем с этим сделать? Давайте посмотрим на урон. 2500. 1700. Не, хороший урон. На самом деле я ожидал меньше. Поехали дальше. Драконий снайпер. 2500. 300 кровоток. 1800. Очень достойно, по-моему. Очень достойно. Прячется манекен. 2800. 1500. Не ахти, кстати, не ахти. Мне не нравится урон огненного ящера. Огненный ящер вообще смотрится так себе, но... Если вы видите, наше здоровье понижается, когда мы стреляем всякими способностями. 1700. 800. Но это все равно выше, чем мы видели у Иноса, Адоноса и Беллера, если я не ошибаюсь. Возможно, там под ядом, когда на статис или огонь у Иноса, то тогда урон будет соответствующий. Но здесь сразу урон такой. Плевок, паутина. Гоблин, давайте грозу сразу кастанем и глянем. Смотрите, нам по 4000 урон где-то, и мы получили половину от нашего здоровья у нас снялось. Восстанавливаем ману. Что гоблин делает? Кстати, очень даже неплохой урон. Это по демоническому скелету по 700 будет бить. В конце посмотрю на защиту персонажа уже отдельно, чтобы сравнить. Голем. Лечимся. 1400. Славония делает по 2500. И нас не дамажит почему-то. Вот этот навык мы можем кастовать и не получать урона. Ну, 1400, 2500. Дрейк. Очень быстрый. 12 тысяч здоровья. Офигеть. 1400. Как же он быстро бегает, я просто балдею. И не попадает. Ну такой он медленный. Давайте кастанем волну. И здесь мы тоже не получаем обратку. Почему-то. 4000 с копейками было. Здесь мы не получаем обратку, то есть волна. Хорошая вещь. Последняя форма. Ящер. Драконий. 2370. Ну, грубо 2400. Не знаю, не сказать, что это что-то сверхъестественное, но урон достойный, урон хороший. 5000 здоровья тоже не очень много. 3500 по обычным. Не очень много. Давайте смотреть на защиту. У кабана практически 4000 основной характеристики. Неплохо. 350, 370, 345. Ну, не скажу, что что-то такое сверхъестественное по защите. Это уже очень довольно-таки далекий у нас уровень. Но может быть, когда камень друида мы прокачаем. У нас же камень друида не прокачан здесь еще. Может быть, при прокачке камня друида будет все иначе. И здесь еще повысится у нас характеристики. 350, 320. Хорошая защита от огня и магии, а физическая так себе. По 500 от рубящего, колющего, дробящего. Неплохо. От огня высокая защита, от магии. Ну, защиты хорошие.
470, 500. 300 от огня, от магии. Ну, может и ничего. 6500 здоровья. Но это не основной наш персонаж. У гоблина очень высокая защита от магии, огня, да и от рубящего неплохая. Рубящего. По 600 от рубящего. 900 от магии. Неплохо. Неплохо. Дрейк. Ё-моё, какая защита. Это капец. Да, вот это настоящий танк. К сожалению, биться им очень неудобно, и, скорее всего, этой формой никто не будет пользоваться, чтобы биться. Но, чтобы убежать, чтобы кастануть волну, по-моему, неплохо. Последняя форма. Крайне слабые статы для защиты. Я разочарован. На самом деле, это основная форма для игры. Хоть у нас друид превращается в всю игру, но бой мы будем вести, если в ближнем бою, то только этим персонажем. И теперь представьте, как вы будете биться с ним. Да и здоровья тоже не сказать, что ахти, 5500. Ну да, у нас тут мало здоровья отступника, потому что у нас понижено 25% здоровья. Ну и представьте, как вы какими-то с демоническими скелетами в данже будете с 370-300 защиты драться. Так они будут пробивать там, не знаю, чуть ли не по 1000. Но это вообще очень... И от магии, и от огня ужасно. То есть это основной билд, который должен быть боевым. Потому что, ну кто еще будет драться вблизи? Ну не будешь же ты кабаном там или драконьим снайпером с какими-нибудь человекоподобными драться. Ну это очень неудобно, очень тяжело. Нету сплэша, ничего. Единственное, этот имеет сплэш. Ну, кроме там каких-нибудь, не знаю, еще гоблинов и так далее. В общем, вот так. Что ж, поехали в данжи за Иноса. Если честно, я уже Траев 20 пробовал. Буду бегать по лесу. И, ну, за разные, за Иноса, за Белиара. За Доноса я не буду тестировать, потому что он будет сразу без урона, это очевидно. И вообще друид, конечно, это... Ну, это крайне слабый класс. Возможно, он сильный где-то там, когда ты с животными какими-то дерешься, с бандитами, может. Но вот если посмотреть какой-нибудь данж... Ну, ребята, я вам скажу, конечно, это страшно. Это страшно, потому что защиты у последней формы нет вообще. Вот, единственное, что я могу сделать, это я испугать их. И смотрите, даже нету, получается, нету сплэша. А у меня выученные навыки. Не, ну сплэш должен быть. Подожди, я не понимаю, может я не выучил. Но в любом случае, это просто позорище. Подожди, а ты что стоишь? Я могу тебя убить, бро? А ты умрешь сегодня? Зачем я на щит он... Блин, зачем он на щит смотрит? Что за кринж? Короче, если так сказать, ну просто это такой билд, который как бы... Эти формы, они не рассчитаны на то, что мы будем в них играть. Что мы будем как-то серьезно в них играть. Потом... О, посмотрите, я стрельнул просто прямо в него паутиной, но она не попала, потому что прицел криво настроен, вот. И здесь все такое. Меня уже подбамбливает, конечно, это. Потому что я уже Траев 20 сделал, постоянно дохну. О, ну, типа, посмотрите, куда летит ветер. Прицел здесь, а ветерок летит... Посмотрите, это крайне правый край только этого... Короче, ну это дичь какая-то, это просто дичь. И такая фигня, она совсем здесь. И поэтому, конечно, меня подбамбливает. То есть кого-то там выносить, какие-то группы, это ужас. Это просто ужас, это позорище. Но он вообще не рассчитан на такое близкое, этот персонаж. Да, много защиты. Ну вот он, допустим, по 500, да, меня... Посмотрите, какая защита шикарная. По 1000 защита, казалось бы. Но он ничего не может сделать. Вот что я могу сделать... Если у меня удар раз в 3 секунды, ну там... И блок, ну что это за блок? Что это за вертуха? Я не понимаю. Блок очень длинный, ну то есть очень долгий. Это ужас. Это позор. И какой бы классный не был друид, вот я за него играл, мне он очень нравился. То есть, но я не помню, чтобы я до данжей доходил. Когда ты доходишь до данжей, ты сразу понимаешь, кто есть кто.
что это слабак вообще полный. Блок его, вот этого чувака, с каждым блоком, посмотрите, вот я стою на линии мяча. Вот сейчас я стану. С каждым блоком я отхожу назад. Видите? В этом огромная проблема. Это я не делаю шаг назад, я делаю просто блок. С каждым блоком он отступает назад. И это, ну, идиотизм полный, потому что со временем я перестаю доставать врага. Это, конечно, ужасно. Еще при паутине почему-то враг бежит в бок. Раньше такого я не помню. Я помню, как я играл за этого ящера. Каждый раз приходилось подходить к врагу, потому что... бочком, потому что я его не достаю, посмотрите. Я его просто не достаю. Да, кое-как. У меня подозрение, что отступник будет еще слабее здесь. Хоть он по урону будет выше, но отступник будет еще слабее. Я попробую последнего босса, ну, второго босса завалить. Не скажу, что у меня есть большое желание, но... вариативность этого билда, она потрясающая. Вот мне это нравится, что можно и тем, и контроль есть, и все, но... такое ощущение, что его не тестили нормально в полевых условиях, вот в каких-нибудь данжах, еще где-нибудь. Потому что начинаешь биться с какими-нибудь людьми или скелетами, и это ужас, он ничего не может. Лечимся. Я манку. Сразу две использовал эти. О, бро! Что ты делаешь? Ай-яй-яй! Это моя ошибка. Моя. А теперь его. Ну зачем ты бегаешь? Ну, постой. Странно, он меня пробил, несмотря... Сейчас он типа меня держит. Несмотря на то, что я ставил 2 раза блок, он мне 2 раза пробил. Блок здесь поломанный у этого ящера. Прям вообще ужасно. Давай, сейчас или никогда. Есть урон, есть вариативность, есть такой интереснейший геймплей разнообразный, но, блин, что это такое? Что это за защита? 500, 400 от магии огня. Ну, казалось много, да, но он такой кривой, что эту защиту ее реализовать невозможно. Блок кривой, он отступает при блоке, перестает доставать, потому что мы не можем бить обычным ударом, мы не можем. Это вот, это я с такой скоростью буду бить, если я буду делать обычным ударом. Это ж кринж, правильно? То есть это не претензия к разработчикам, но я только так могу драться, ставить блок. Но очевидно, что его не тестили толком, этого друида. И из-за всех этих проблем, которые он испытывает, вот кривизна это, ему нужно его делать overpower, его нужно делать сильнее, чем обычных персонажей. И он должен быть имбовый, потому что он кривой. Поехали за Беллером. Не думаю, что будет какая-то разница, тем более я уже играл Трайф, не знаю, 10 может, когда пытался это пройти. Ну, посмотрим просто ради разнообразия. Беллер, скорее всего, немножко слабее будет, потому что излом мы тут не можем реализовать. Мы ж не будем бегать тут с половиной хп, а то и меньше. Чтобы у нас излом давал какой-то урон дополнительный. Так, побежали. Я на удивление еще полное здоровье имею. О, бро, ну что тут делать? Надо собрать их. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, давай, поехали. Сейчас будем на щиты фокусы брать. Да, правильно, мы щит хотим ударить, а не врага. Ёлы-палы. Зачем он щит подсвечивает? Стой! А, не стоял. Я не обратил внимания, как будто яд не работает. То есть это гниль. Почему?
Теперь я огненный ящер. Мои враги сгорят. А, не, она работает. Пардон. Она такого же цвета, как... Она такого же цвета, как лечение. Просто для теста. Ну, по мне, они, конечно, отлично пробивают. Я их не могу ударить. Вот такое. Ящер такой медленный. Пробег, говоря. Это просто ужас. И противоположность ему Дрейк, который супер быстрый. Ну давай соберем, ребят. Давай соберем. Волну сделаем. Красивенькую. Согреем их. Что, у меня еще волна? Еще 8 секунд, да? Ну давай, идем. Волна. Давай, братки. Затем немножко их расколем. Затем надо свалить. Я их убью? Или сам сдохну, если... Но они же должны сдохнуть, нет? Чё-то не сдохнут. Ух, он еще и отражает. Кое-как. Кое-как. Ну давай попробуем этого завалить, мужика. Мы помним, как Инна справился с ним. Сейчас посмотрим, что Белиар сделает. А чё он? Ну, благодаря яду. Как полегче выглядело. Благодаря яду выглядело полегче. Ну давайте, наверное, еще и того попробуем. Смотрим. Да, давай, чувак. Еще перданули напоследок. Давай, паутинку, давай. Давай. Ой, я сам попал в паутину. А, понял. Это он меня типа держит сейчас, я не могу. Я думал, я в свою паутину попал и не могу двигаться. Что за чушь? А ну, давай, бро. Я скинку почищу. Вот яд, кстати, классно смотрится. Яд смотрится классно. Вот по 1000 таких тикают. На боссах Белер, да, на боссах Белер прям сильнее. Вот интересное сравнение было. На боссах Белер явно сильнее. То есть на враге, на которого мы можем нанести много ударов, с которым требуется нанести много ударов, мы настакиваем яд, и он бьет по 1000 практически каждый тик. Это очень круто. Хотя при тестах на манекенах он показывал себя слабее, Белер, но здесь, на боссе конкретно, Белер сильнее. За отступника убивает довольно быстро. Хоть у него урон хороший, но все же, по мне, у меня снижен... Защита на 30% вся снижена. И благодаря навыку, там, который усиливает меня на 20%, она снижает защиту. Ну такое, знаете, казалось бы хорошо, но на самом деле получаешь такой урон и думаешь... Блин, а что важнее, живучесть или или урон? Но я точно знаю, что в этой игре урон важнее всего, потому что чем быстрее ты побеждаешь врага, тем меньше у тебя проблем в игре.
То есть сразу заканчивается бой, и на этом твои проблемы заканчиваются. Будешь бить долго врага, и больше будет опасных ситуаций. Это был пипец, конечно. Так что урон в этой игре решает, но нужен тоже какой-то здравый Теперь я огненный ящер. баланс, Мои потому что враги сгорят. если у нас нет вообще защиты, то такое, конечно, какой в этом смысл? Кстати, он не агрится ни на голема, ни на ползуна. Вот это урон, вот у ползуна урон уже хороший. Ну, для ползуна это плюс. Нежить не агрится на ползуна. Давай свалим отсюда. У нас нету волны, да? Можем голема немножко, можем манку восстановить. Бро, иди сюда. Да, надо не забывать, что мы получаем обратки. И скорее, что я сам себя убью, чем он меня убьет. Он еще отразил. Вот вонючка. Ладно, мы выжили. Но урон радует. Вот благодаря урону, как бы, битвы попроще. Это прям заметно. Скажем, битвы 1 на 1, где ты можешь контролировать врага и блочить нормально, они попроще. Это очевидно. А вот битвы массовки... Да, вот это прям не успевает встать. Вот это очень достойный урон. Прям неожиданно. Неожиданно, если честно. В плане... Я ожидал, конечно, что будет проще, но вот я вижу, что в массовках сложнее. А 1 на 1, когда ты можешь контролировать, блокировать, отступать, защитить... Ох ты, ё-моё! Ты тут откуда, бро? У голема защита хорошая. Проще. Кстати, лечение голема тоже порезано. Постой. Постой. Полетели к боссу. Второму. Ну, здесь я уверен, что я его намного быстрее вынесу, если, конечно, не профукаю моменты, меня не убьют. И можно подобраться к нему. Вот это очень большой плюс. Что он позволяет подойти к себе. О! Колдует. Давай, 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 давай. Еще два. А, один удар оставался. А я выживу? А если я так сделаю? Превращусь в голема. Ай-яй-яй-яй. Плохо. Я не могу превратиться. Наверное, надо ману выпить. Что-то не успеваю. Блин, он меня сейчас завалит. А, может нет. Ну, короче, я его практически вынес. Я думаю, если немножко постараться, то я бы его и вынес. Я бы его вынес еще до того, как он вообще что-то сделал. Что показывает, что отступник, пожалуй, самый сильный здесь. Только проблема в защите. Проблема в защите, потому что, ну что это, 300 защиты на данж, вы сами понимаете, это крайне слабо. Кто еще у нас здесь дерется? Дрейк. Да, защита по 800, но, сами видели, он бесполезный. Ну, мое мнение, вообще, как я и говорил еще, когда за Инноса тут, по-моему, бегал, что друид, конечно, очень интересный билд, он очень необычный, он очень разнообразный, вариативный, как хотите называйте, то есть за него весело играть. Но до тех пор, пока ты не пошел в данж, где толпы врагов. А у нас весь эндгейм это будут толпы врагов. Опа. И это будет, ну, не сказать, что будет легкая прогулка, потому что защита низкая, и, ну, сами видели, что происходит, когда мы на толпы нападаем. Вот, ну вот так вот.